За 6 лет я перепробовала почти все способы заработать на моделизме. Монетизация видео, реклама магазинов, сборка моделей на заказ. Короче, смотри, такая беда у меня. Комбат поставил задачу. Нужен ему КамАЗ 501, 53 501. В размере, блядь, 1,35 или 30, блядь. Собственное производство, обучение, платный клуб и даже разработка собственной игры. Некоторые способы действительно приносили деньги, некоторые отнимали столько времени, что проще было бы устроиться на обычную работу, а некоторые выглядели перспективно только до того момента, пока очередная платформа или магазин, или же регулятор не меняли правила игры. И сегодня я решила честно подсчитать, что из этого вообще работает на моем реальном опыте с конкретными суммами, проблемами и оценкой каждого способа по пятибалльной шкале. Причем самый прибыльный вариант оказался практически никак не связан с моделизмом, но до него еще нужно дойти. Блог о моделизме выглядит почти идеальной работой. Занимаешься тем, что любишь, работаешь дома и сам определяешь график. Во всяком случае, именно так все выглядит со стороны. Но на практике за красивым словом блогер иногда скрывается человек, который 3 часа красит катки, еще 5 часов монтирует видео и потом получает за него сумму, которую даже не хватит на доставку еды. Первый и самый очевидный способ – это монетизация видео на платформах. Когда-то мой YouTube-канал спокойно приносил около $1000 в месяц. Не миллионы, конечно, но это уже были нормальные деньги. И вместе с другими площадками блог действительно мог стать заметной частью семейного бюджета. Особенно неплохо раньше платил Дзен. И в удачные месяцы там получалось зарабатывать до 20 тысяч рублей. А в сочетании с YouTube выходила вполне приличная сумма, ради которой и имел смысл регулярно снимать, монтировать и выпускать видео. Но потом YouTube отключил монетизацию. А Дзен, видимо, посмотрел на эту ситуацию и решил, а чем мы хуже, и тоже фактически перестал приносить нормальные деньги. Сейчас ВК-видео платит мне около 2000 рублей в месяц, а с Рутюба удается получить еще примерно 1000 рублей. 3000 рублей. И это только один довольно скромный поход в магазин. И на полноценный доход от большого канала это совсем не похоже. Была еще монетизация рекламы в Telegram через сервисы Яндекса, и в лучший месяц там удавалось заработать около 2000 рублей. Но затем снова вмешались внешние обстоятельства. Telegram начали блокировать, но аудитория в Max пока еще растет не так быстро, как мне хотелось бы. И самое неприятное здесь даже не маленькие суммы, а полное отсутствие контроля. Сегодня платформа платит, завтра она меняет правила, ну а послезавтра вообще отключает монетизацию. И ты ничего не можешь сделать, хотя годами собирала аудиторию, снимала ролики и также вкладывала деньги в оборудование. Конечно, теоретически можно продолжить зарабатывать на зарубежном YouTube, искать человека за границей, оформлять монетизацию через посредников, придумывать схемы с платежными аккаунтами. Но это уже отдельная профессия. И причем довольно рискованная, можно потерять деньги, получить блокировку или вообще лишиться канала. И здесь действует простое правило. Если вы участвуете в какой-то хитрой схеме и не понимаете, кто в ней дроп, скорее всего, дроп – это именно вы. И поэтому монетизации платформы я ставлю 0 из 5. Ради легких денег идти в блогинг сейчас точно не стоит. Денег может быть вообще и не быть, а работать придется очень много. Ну а второй способ мне особенно часто советовали в комментариях – это начать собственное производство деталей или же аксессуаров на 3D принтере. И я действительно это пробовала. Я печатала дополнения для моделей, обрабатывала заказы, упаковывала посылки и отправляла их покупателям. И все это я продвигала через собственные каналы, и поэтому я не тратилась на рекламу. Чистая прибыль доходила примерно до 15 тысяч рублей в месяц. И на первый взгляд это довольно неплохо. Принтер работает, детали печатаются и покупатели заказывают. Но именно здесь очень быстро выясняется, что никакого пассивного дохода не существует. И при заработке в 15 тысяч рублей ты просто нанимаешь себя на еще одну работу. Тебе нужно отвечать покупателям, принимать заказы, проверять печать, промывать, обрабатывать детали, упаковывать их, закупать расходники и постоянно ходить на почту или в курьерские службы. А принтер, зараза, еще и может сломаться. И плюс надо учитывать смолу, запасные детали, неудачные печати и амортизацию оборудования. И в какой-то момент ты понимаешь, что принтер вроде бы печатает сам, но почему-то все свободное время рядом с ним проводишь именно ты. И хотя пока я писала этот сценарий, я снова начала задумываться о возвращении к этой идее. А за прошедшее время мой ассортимент сильно увеличился, и я уже лучше понимаю, какие детали нужны моделистам. И благодаря разработке игры Panzerschreck я неплохо разбираюсь в создании сайтов, доменов, оплате и технической части.
и можно сделать собственный интернет-магазин и тем самым автоматизировать хотя бы часть работы. И поэтому я этому варианту поставлю 3 звездочки из 5. И это не легкие деньги, и точно это не путь к миллионам. Но на продукты и часть семейных расходов заработать можно. Главное правильно посчитать себестоимость и не превратить свою квартиру в круглосуточный цех. Но заборы я точно уже печатать больше не буду, с меня хватит. Ну а третий способ – это сборка моделей на заказ. Я об этом подробно рассказывала в прошлом видео, потому что здесь у меня накопилось особенно много опыта и особенно много странных историй. В хорошие времена заказная сборка действительно приносила неплохие деньги. Особенно выгодными были модели от ТВД в 43-м масштабе. Они собираются и красятся значительно быстрее, чем большая техника в 35-м масштабе. И заказов от коллекционеров одно время было очень много. Ну а кроме коллекционеров часто обращаются и военные. Короче, смотри, такая беда у меня. Комбат поставил задачу. Нужен ему КамАЗ 501, 53 501. В размере, блядь, 1,35 или 30, блядь. И, как выяснилось, модель техники – это довольно популярный подарок начальству. Возможно, где-то в уставах даже существует тайный пункт. Хочешь продвинуться по службе – подари командиру модель его машины. Но есть тут одна особенность. Военные очень любят необычные сроки. Например, подарок 23 февраля нужно обязательно заказать 19 февраля. Потому что зачем думать заранее, если можно найти моделиста и сразу проверить его нервную систему. И за 6 лет у меня накопилась огромная коллекция историй о заказчиках с исчезновениями, срочными подарками, неожиданными требованиями к моделям. И некоторые люди заказывали, а потом внезапно передумывали оплачивать. Но если хотите отдельное видео с такими странными заказами и заказчиками, обязательно напишите об этом в комментариях. Там материала хватит не на один выпуск. Ну а главный минус этого способа – это необходимость работать с людьми. А люди бывают очень разные. Кроме того, в последнее время заказов стало значительно меньше. Возможно, дело в экономике, а возможно, люди начали сильнее экономить на хобби и подарках. Но спад чувствуется, и он очень заметен. Но затем еще и начался кризис неплатежей, когда готовые модели просто не забирают. После прошлого видео многие написали, что нужно брать 100% предоплату, и, наверное, это действительно самый безопасный вариант. Я обычно брала только 30%. Частично потому, что заказчику проще решиться. Но была и другая причина. Оставшаяся сумма работала для меня как морковка перед носом. Чем быстрее закончишь модель, тем быстрее получишь деньги. Система работала до того момента, пока некоторые заказчики не стали исчезать вместе с этой морковкой. И если бы не платежи и снижение количества заказов, в сборке моделей я поставила бы 4 звездочки из 5. Потому что заработать здесь реально, но доход ограничен вашими руками и количеством часов в сутках. Нельзя одновременно собрать 100 моделей, а значит, такой бизнес сложно масштабировать. Ну а следующий совет из комментариев – это переориентироваться на Warhammer и другие игровые миниатюры. Идея звучит логично. Там много фигурок, армий, покраска на заказ и люди готовы платить за хороший результат. Но, видимо, у меня совершенно другая аудитория. Или же в России этот рынок значительно меньше, чем кажется со стороны. И за 6 лет мне заказывали ровно одну модель из этой вселенной. Это был танк Лемон Рус. Один танк за 6 лет – это пока не бизнес-модель. И, возможно, при правильной рекламе и выходе на определенную аудиторию и это направление могло бы работать. Но для меня полностью перестраивать контент и заново собирать подписчиков ради непроверенной идеи пока звучит слишком рискованно. Ну а пятый способ – это обучение моделизму. И вот здесь я была уверена, что идея сработает. Мне постоянно пишут в личных сообщениях, спрашивают, как настроить аэрограф, чем красить модель, как сделать смывку, как наносить масляные точки, почему краска ложится не так, как хотелось бы. Я подумала, что люди регулярно просят консультации, значит, можно создать закрытый клуб, в котором участники могут получать советы, присылать свои работы и разбирать ошибки. И я запустила такой клуб в Telegram. И я получила всего 3 подписчика. И причем продержались они там не так долго. Но это был не просто провал, это был камерный клуб, настолько закрытого типа, что о его существовании, кажется, знали только я и эти 3 человека. Но здесь я могу честно сказать, что, скорее всего, основная проблема была во мне. Я мало рекламировала клуб, я почти его не развивала, я не создавала регулярных активностей, а также уроков и совместных сборок и понятной системы обучения. По сути, я просто открыла дверь, и что внутрь люди зайдут сами. Но они не зашли. Поэтому оценку этому способу я пока ставить не буду. Идея, может быть, работает, но только если воспринимать обучение как полноценный отдельный продукт, а не как чат, который существует где-то на фоне.
Ну а шестой способ– это прямая реклама. И долгое время это был один из самых приятных вариантов. Я сотрудничала с магазинами, я моделистом, а также с модельной лавкой и какое-то время с армой. Условия были хорошими, и реклама органично вписывалась в видео, а мне не нужно было печатать детали, собирать чужие модели или же бегать на почту. Я сняла интеграцию, рассказала о магазине и получила оплату. Но постепенно магазины начали практически полностью отказываться от рекламы у видеоблогеров. И по словам некоторых владельцев бизнеса, из-за того, что рынок моделизма стагнирует. И я с этим утверждением не совсем согласна. Люди продолжают покупать модели. Выходят новинки, появляются новые производители. Но факт остается фактом. Количество рекламных предложений сильно сократилось. И здесь снова появляется та же проблема, что с монетизацией платформ. Ты зависишь от решения чужого человека. Сегодня владелец магазина считает рекламу у блогера полезной, но завтра решает, что она не работает. И при этом результаты часто остаются непрозрачными. И ты не знаешь, сколько покупателей реально я привела, сколько они потратили или окупилась ли вообще эта интеграция. Получается, что даже при большой аудитории ты почти не контролируешь этот источник дохода. Ну а когда реклама была регулярной, способ заслуживал 4 звездочки из 5. Ну а сейчас оценивать почти нечего. Рынок таких интеграций для моделистов фактически замер. И вот мы добрались до самого сложного и при этом самого управляемого способа. Это собственный продукт. Несколько лет я думала, что же можно создать на основе моей аудитории. Что-то масштабируемое, не привязанное напрямую к количеству собранных моделей и минимально зависящее от решений платформ, магазинов и рекламодателей. У меня есть 2 YouTube-канала, примерно на 120 тысяч и на 65 тысяч подписчиков. Также есть большой канал в Дзене на 27 тысяч человек. И также группа ВКонтакте на 32 тысячи человек. И это очень огромный трафик. И вот моя карточная игра про танки Второй мировой войны «Панцершрек» показала, что эта аудитория действительно может переходить в собственный продукт. Всего за 3 недели мне удалось привлечь около 1200 игроков, и примерно 200 из них продолжают играть регулярно. При этом я не покупала рекламу у крупных блогеров, и я не запускала масштабные рекламные кампании. Я использовала только собственные площадки. И здесь я сделала очень важный вывод. Одна рекламная публикация почти не работает. Можно один раз рассказать о продукте, и получишь несколько переходов, и решить, что аудитории это неинтересно. И решить, что аудитории твоей это неинтересно. Но люди редко начинают пользоваться новым сервисом после первого же его упоминания. А вот регулярная информация работает значительно лучше. Нужно показывать разработку, рассказывать о новых функциях, демонстрировать карты, объяснять правила, делиться проблемами и постоянно напоминать, что продукт существует. Правда, собственный продукт – это совсем не легкие деньги. Панцершрек уже больше 50 тысяч строк кода, несколько сотен изображений артов, сложная игровая логика, сервер, регистрация, платежи, тестирование и постоянная поддержка. Нужно придумывать новые карты, исправлять ошибки, балансировать технику, отвечать игрокам и бороться за выход на разные площадки. Через собственный сайт распространять игру относительно просто. Ну а вот выпуск Android-приложения оказался отдельным приключением. Сейчас игра уже доступна на Рустори. Параллельно я пытаюсь войти в Google Play, а из России это стало довольно нетривиальным квестом. Это платежные профили, банковские карты, подтверждения и ограничения. И при всех сложностях у собственного продукта есть главное преимущество. Ведь он принадлежит мне. Я сама выбираю, какие функции добавить, как развивать игру, сколько будут стоить внутриигровые товары и куда направлять заработанные деньги. Ведь мне не нужно ждать, пока магазин решит купить рекламу или платформа разрешит монетизацию. И да, это самый тяжелый вариант из всех, что я перечислила. Иногда я трачу на игру больше времени, чем раньше я тратила на несколько моделей одновременно. Но это работа на создание собственного актива, а это не очередной заказ, который исчезнет сразу после передачи клиенту. Собственно, поэтому собственному продукту я поставлю 4,5 звездочки из 5. Так что пока он не приносит мне огромных денег, но у него есть то, чего нет у большинства остальных способов. Это возможность расти без прямой привязки к количеству моих рабочих часов. Ну а способ, который в данный момент самый простой, это Boosty. И да, увы, но основной денежный поток сейчас идет именно оттуда. И теперь финал. За годы видеоблогерства о моделизме я поняла, что на самом моделизме заработать можно. Но почти каждый способ либо плохо масштабируется, либо полностью зависит от чужих решений. Монетизацию могут отключить, магазины могут перестать покупать рекламу, заказчик может не забрать готовую модель, принтер может сломаться, а платный клуб
может оказаться настолько элитным, что в нем будет 3 человека. Наиболее перспективным направлением для меня остается собственный продукт. Это сложно, долго, дорого по времени, но результат контролирую именно я. Ну а самый прибыльный способ прямо сейчас вообще находится немного в другой области. Так что такова реальность творческого бизнеса в 2026 году. Можно 6 лет развивать навыки моделизма, собирать сотни моделей, вырастить несколько крупных каналов и в итоге обнаружить, что лучше всего монетизируется вообще не покраска танков. Поэтому обязательно подписывайтесь на Boosty, там я регулярно выкладываю новый контент. И напишите в комментариях, какой способ заработка на хобби пробовали именно вы. Получилось ли у вас превратить увлечение в доход? Или в какой-то момент оказалось, что вы просто купили себе еще одну работу? Но если хотите отдельное видео про самых странных заказчиков, срочные подарки для военных и модели, которые так и не забрали, то напишите об этом в комментариях. До новых встреч, пока!